Вы бережете себя для жизни, которая еще не началась. Это специфическое чувство. Вы просыпаетесь, и кажется, что вы в приемной. Вы подготовлены, вы готовы, но вы не двигаетесь. Такое чувство, что вы задерживаете дыхание не на пару секунд, а на годы. Есть способ прожить жизнь так, ни разу и не коснувшись пола. Вы знаете таких людей? Они движутся сквозь время, но, кажется, не создают никакого трения. У них есть мнение, но нет шрамов. У них есть планы, но нет руин за спиной. Раньше я завидовала им. Я думала, что это дисциплина. Я думала, что это просто чистоплотные люди. Как тот фитиль свечи, идеальный, белый, нетронутый. Но я ошибалась. Это не дисциплина. Это страх, наряженный в стандарты. Это напоминает мне бабушку, которая не снимает защитную пленку с дивана. Вы знаете такую. Она бережет мебель для особого случая. Визита королевы, может быть, или дня, когда все будет идеально. Но этот день никогда не наступает. Она умирает, а диван под пленкой все так же идеален, он безупречен, он ценен. Но никто никогда на него не сядет, никто так и не почувствует тепла ткани. В последнее время я думаю, что я завернута в целлофан. Я консервирую себя. Я сдерживаю реальные усилия. Потому что если я попробую и провалюсь, тогда я испорчу потенциал. Я докажу, что я не гений. Я сдерживаю настоящую любовь. Потому что если я отдам ее и мне не ответят, я чувствую, что потратила ограниченный запас. Я отношусь к своей душе как к банковскому счету. Я боюсь тратить. И результат – это не безопасность. Результат в том, что я становлюсь призраком в собственной жизни. Я проплываю мимо дней, я не живу в них, я просто наблюдаю за ними. И ужас не в том, что жизнь проходит мимо. Ужас в том, что я позволяю ей проходить. Потому что я предпочитаю безопасность. Слово «почти» беспорядочному слову «реальность». У нас есть одержимость потенциалом. Мы говорим детям: у тебя такой огромный потенциал. Мы носим это как медаль. Но я думаю, что потенциал – это на самом деле проклятие. Подумайте об этом. Пока у вас есть потенциал, вы идеальны. Вы могли бы стать великим писателем, вы могли бы стать предпринимателем, который изменит индустрию, вы могли бы стать любовью всей чьей-то жизни. В царстве потенциала вы Бог. Вы еще не совершили ни одной ошибки. Вы не провалились. Но в тот момент, когда вы начинаете, в тот момент, когда вы реально пишете страницу или запускаете сайт, или говорите «Я люблю тебя» первым, вы становитесь маленьким, вы становитесь конкретным, вы становитесь человеком, который написал корявое предложение. Вы становитесь человеком, который открыл бизнес, на который никто не кликнул. Вы схлопываете волну.
Вы превращаетесь из всего в нечто одно с изъяном. И это страшно. Особенно, если вы были умным ребенком, если вы построили всю свою идентичность на том, что подаете надежды, быть средним кажется смертью. Поэтому мы остаемся в музее. Мы бродим по коридорам собственного разума. Мы разглядываем экспонаты того, кем мы могли бы стать. Вот комната, где я пишу романы. Вот комната, где я переезжаю к морю. Мы натираем стекла витрин. Мы поправляем освещение, мы делаем все красивым. Но мы никогда не зажигаем в петель, потому что если мы зажжем его, нам придется смотреть, как он плавится, нам придется смотреть, как он теряет форму. Мы предпочитаем быть непризнанными гениями в режиме ожидания, чем посредственными участниками. Это высокомерно на самом деле. Это высокомерие думать, что вы слишком хороши, чтобы быть средним, поэтому вы выбираете быть ничем. И это просачивается во все. Это не только работа. Это люди. Недавно я поняла, что у меня теоретические отношения. У меня есть друзья, которым я не звонила полгода. Но в моей голове мы очень близки. В моей голове я отличный друг. Я веду с ними глубокие разговоры. В душе. Но в реальности я для них призрак. Я сохраняю идеи дружбы, но избегаю трения реального телефонного звонка. Потому что во время звонка может возникнуть неловкое молчание. Они могут быть раздражающими, я могу быть скучной. Поэтому я держу это в целлофановой упаковке. Это болезнь наблюдателя. Мы смотрим. Мы прокручиваем ленты чужих жизней, людей, у которых все неаккуратно, у людей, которые громкие, нелепые, слишком стараются, и я чувствую, что это физическое отторжение. Я чувствую испанский стыд. Мне неловко за них. Я думаю, ого, я бы никогда не выложила что-то настолько несовершенное. Но недавно ко мне пришло тяжелое осознание. Этот стыд — это просто зависть. Я завидую их столкновению с реальностью. Они бьются о стены, они кровоточат, они пачкаются. Они воплощены. Они занимают свое место во Вселенной. Они имеют вес. А я просто парю, я прозрачна. Я в безопасности, да, никто не смеется надо мной. Но я холодная. Есть особый вид гниения, который случается с фруктом, который так и не съели. Его не кусают, его не мнут. Он просто растворяется изнутри. Он долго сохраняет идеальную форму, он красиво смотрится в вазе, но внутри он превращается в сахарную воду и кашу. Вот как я себя чувствую в 4 часа дня во вторник. Не уставший, растворенный. Я потратила столько энергии на защиту своего образа, на защиту своего потенциала, на защиту своего эго от малейшей царапины, что у меня не осталось ничего, чего можно было бы реально жить. Так, как же разбить стекло?
Дело не в том, чтобы работать усерднее. Я думаю, дело в прощании. Нужно оплакать идеальную версию себя. Нужно устроить прощание тому «я», которое никогда не ошибается. Нужно принять, что настоящий «ты» будет разочаровывать. Книга будет не такой глубокой, как она была у тебя в голове. Бизнес будет не таким чистым, как в таблице Excel. Отношения не будут похожи на кино. Все будет меньше, все будет грубее, иногда все будет скучно. Но это будет твердым. Ты должен выбрать быть твердым, осязаемым. Ты должен выбрать быть отдельным, несовершенным объектом в мире. Это значит снять пеленку с дивана и пролить на него вино. Это значит написать предложение, которое доказывает, что ты не гений, и оставить его там. Это значит войти в комнату и сказать: «Я здесь, и я понятия не имею, что я делаю». Это смерть призрака и рождение человека. Чтобы давать свет, нужно быть готовым сгореть. Нужно быть готовым потерять форму. Музей закрыт. Экспонаты фальшивые. Иди на улицу. Трогай грязь. Наведи беспорядок. Сожги свечу дотла. Будь испорченным. Будь настоящим.